Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня фильм о человеке, который состоялся и добился успеха в Казахстане, хоть и родился в другой стране. В самую трудную минуту своей жизни он мечтал о том, чтобы приехать в Казахстан и поступить в университет, строить свое будущее. И у него все получилось, он смог стать любимчиком миллионов людей. Он заряжает добрыми эмоциями и поднимает настроение всем, и молодежи, и старшему поколению. За 2 дня общения он наполнил нас глубоким позитивом. И сегодня я рад поделиться с вами нашим фильмом, герой которого добрый и веселый, и в то же время серьезный и очень глубокомыслящий человек. Можно сказать, настоящий философ. В общем, друзья, приятного просмотра. Вообще это все нам внушено было родителями. Наши родители же того поколения Советского Союза, они считают, что универ, диплом, все, ты идешь в жизнь. И когда мама говорила, зачем тебе этот КВН, как ты на нем заработаешь, это театр, это человеком не станешь, давай там. И приходилось закрывать глаза на мамины слова, потому что что-то им объяснять бесполезно, потому что лучше пускай они увидят, что можно, что жизнь другая совсем сейчас. И вот сейчас мама даже сидят в гостях или что-то говорит, она ставит меня в пример и говорит, что чего вы сидите, вот можно пойти зарабатывать, зачем вам диплом? Раньше мама говорит, диплом, у тебя 2 диплома, зачем ты учился? А сейчас говорит, зачем вам дипломы? Работайте, занимайтесь, творите, можно заработать на этом. А кто такой Саша СТО? Ну Саша из того, который мне масло меняет постоянно. А чего у него голая тёлка на аватарке на пляже лежит? Это его взломали недавно. И кто-то взломал и фотографию свою поставил на его аватарку. Да, уже 3 часа ночи, давай спать, завтра утром вставать. Мержик? Кто такая Айка Сауна? Ну это Айка Сауна, в сауне тёлка работает. Просто я не успел переделать имя в справочнике. Все, давай спать надо. Свет включил. Что ты сказал? Я сказал, 3 часа ночи. Но я говорю, сейчас я понял, что это мое предназначение, что мне это получается лучше, чем у всех. И это народ подтверждает. Все эти подтверждают, все эти орут. Что ты ищешь вообще? Куда ты лезешь? Когда обращаешься к кому-нибудь там пообщаться, он говорит, ты какую тему поднимаешь? Вот твоя стеза, вот твоя тарелка, у тебя есть, ты здесь супер. Там тебе чуть ли не, если есть конкуренты, то пару человек ты работай там. Потому что у меня был момент, когда я хотел уйти в бизнес просто. Потому что многие говорили, надо работать, надо бизнес, тебе скоро семья будет. Я тогда еще не верил, что юмором можно зарабатывать. Я продал свой Монтерик, Монтероспорт, поехал в Китай, закупился обувью закупился женской. Жена открывала женский, а я открывал типа, давай я тоже открою. И когда мои коллеги узнали по цеху, чем я занимаюсь, они вот с такими шарами, ты что, говорят, с ума сошел, что ли? Они говорят, давай лучше я уйду в этот бизнес, там тоже коллега по КВН, а ты должен остаться. И вот мне прям его слова задели, я отдал магазин жене, на, ты работай. Все-таки мое место здесь, потому что я сам чувствовал, сам что-то было такое, интуиция, то, что мне здесь кайфовее. И на этом можно, тоже живут же люди, занимаются. Просто все думают, что театр, шутство, это несерьезно, вот как ты говорил. Серьезно это где-то ходить в костюме, в галстуке, ехать в машине и типа добился всего. На самом деле здесь кайфовый. Да, кстати, мне многие в комментариях там пишут, вот здесь ты похож на Никулина. Там все держимся. Да, там какой-то момент так поворачивали, как-то лицо смотрю или что-то, и говорят, о, прям на Никулина похож. Я прям замечаю, да, вот здесь похож на Никулина. И один из подписчиков прям мне отправил Никулина и мою фотографию. В какой-то момент поймал тоже, я там, реально похож. Потом фотограф говорит, давай сделаем, там есть фотография Юлии Никулина, где он на Волге стоит, сидит на Волге, на капоте или ногу в длинном пиджаке таком. Я говорю, давай такую же фотографию сделаем, такой шапкой. Я говорю, давай, что-то он потерялся.
А так, да, многие прям ассоциируют, говорят, похоже на Никулина. Не скажу, что мы кумир, но просто имеется в виду, фанат был этого актера. Ну, это наше детство, у нас же ограниченный был актер, у нас, как сейчас, такого нету, изобилия. Мы знали конкретно 10 человек, которые нас смешили. Это вот Моргунов, Никулин, Вицин из российских там, а из иностранных там Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришар и все, 5 человек, 6 человек, которые мы всех знаем. Добрый юмор. Блин, вот классно, да? Вот детям повезло нам, да? Вот нынешним детям. Вот приехали вот в лесную сказку Харагай. Да. Хочешь на деревьях лази, хочешь вон домики на деревьях, туда залезь. Хочешь с гор скатись, да? Скатись, хочешь на дерево залезь, залезай на дерево. Короче, Хочешь возле речки, прыгай возле речки. Вон листья все разбросай, в листьях валяйся. Вот здесь круто. Вот повезло детям, Джесса. Я считаю, что детям повезло. Да, классно. Так, не подходи к гречке. Быстро все гречки. Быстро. Так, по деревьям не лазь, быстро спускаемся. Быстро, говорите. Горы не скатываемся. Ну-ка, быстро все. Ё-моё, на скалы не подниматься. И, мать, по газону не ходите. На тарзанке не катаемся. С горы не сбегаем, упадете. К речке не подходим. Играем только на асфальте. Асфальт, ваша стихия. На асфальте перед домом, чтобы я вас видел глазами. Вообще, это, честно, Инстаграм 3 раза удалял даже. Ну, когда он только появился, просто он время его забирает. Просыпаешься сразу в Инстаграм, там у тебя 3000 подписчиков. Вот не нужен тебе, заходишь в Инстаграм. Я думаю, вот он меня отвлекает, вот он это же все время отнимает. Я его беру, удаляю, потом смотрю через другие Инстаграм, что там проходит. Заходишь, другим свой удалил, что там происходит. Он говорит, да установи ты свой Инстаграм. У меня было 3000 подписчиков. Вот, Сека, помню, вот Сека Вайнс, популярный тоже наш, с КВН вышел друг. Они играли, как называется, в каждой игре, в каждой там, ну типа как в армии, да, дембеля, новые там духи пришли, короче, поколением ниже КВН. Если мы тоже какое-то поколение после там остановки Z, то они еще там помоложе пацаны были, своя команда была у них. И он тогда мне говорил, Сека, Мер, ты что в Инстаграме шутки заливаем, брат, там, а там она, можно потом бабки делать. На то время у Секи было 200 000 подписчиков. Я говорю, он только Инстаграм, это год-полтора, наверное, так был. Я говорю, да зачем мне это надо? Мы тогда в то время уже «Патруль» сериал снимали, там «Вузеры» писали сценарий, у нас была работа. Я еще не понимал, как можно монетизировать шутки, как можно это, на чем, как можно это зарабатывать, кто тебе за это деньги даст. Мы же на канале работаем, на канале что там? Проект сдал, деньги получил, а тут думаю, кто тебе, зачем время тратить? И потом какое-то решил просто заливать шутки. Заливаю, там что-то выкладываю и смотрю прям на народ. Реакция хорошая, и подписки идут. И потом 15 000 подписчиков у меня было, через которое некоторое время. Потом 75. Я так заметил, начал проверять статистику, что у меня 100... Вот честно не совру, где-то 50 000 в месяц подписывался. Это я без ничего, там ни накрутки тогда еще не было. Вот как все говорят, там накручиваешь, там где-то участвуешь. Вот прям смотрел, 50 000 в месяц подписывался у меня. Потом 100 000 стал подписываться в месяц. И вот так. Сейчас уже не прям в месяц, там, ну не знаю, может, уже активность не такая сильная, но подписывается. Все, разворачиваемся. Интервью закончился. Все, дальше не ехать. Что делать, Сека? Да вот дайрект читаю. Что пишет? Смотри, бесплатно, видишь, коврики подарили. Вообще взамен ничего не Базара нет, грамотно. Не смотри, что пишет. Суши, пицца. Ты что, завязываешь? Суши будешь рекламировать? Не, завод предлагает. Завод это другое дело. Смотри, годовой абонемент. Самый лучший зал. Годовой? Ну как годовой? На 10 лет здесь? 10 пишет, да? Футбольный клуб «Карат» пишет мне. Билет на стадион? Нет, 10% акций. Базару нет, это тоже круто. Да хоть 40 миллионов, я не буду это рекламировать. 40 лямов, что такое? Да алкоголь, блин. Молодец. Ой, несчастный, сука. Диван, говорит, сейчас, бандиты. Да. Ну, за 30 лямов я прорекламирую, да. 30 лямов? Алкоголь. Ты молодой, я молодой. Ержан, а можно знакомый с тобой сфотографировать? Платно у меня же, знаешь, да? Валик салям, да? Давай, фоткать фильм. Давай, да.
Все, мы тогда сейчас вперед, вы за нами едете. А ты что, сколько тебе? 10 км, да? Да, примерно. Ну, все хотят фотографироваться, а я даже так сижу такой, а мы же как раз собираем постоянно на благотворительность. Я говорю, давайте по 500 тенге одна фото, и мне так стыдно стало, что я начал просить. И все, давай, брат, по 500 тенге, поддержу. И что-то все скидываются, а там Алия была знакомая, и она собирала деньги, она как стояла. По 500 тенге фото, как говорится, с кроликом фотались. Пацаны, я 2 года в Москве, поднялся, лямы сейчас зарабатываю. Ламборджини себе купил. Надо работать, пацаны. Пока вы бухали там, кайфовали, да, я работал. Я час в сутки сплю. Понимаете, сейчас лямы заработаю. Лямы, гостиницы свои, бизнес свои, заводы свои есть. Вот так надо. Понятно? Хватит, ребята, работать. Только работа вас сделает человеком, пацаны. Все, давай, сегодня в самом дорогом ресторане. Давай, я плачу. Брат, извянки, просто там одноклассники стоят. Они сейчас уйдут, я вылезу, ладно? 5 минут, братан, пожалуйста. Пожалуйста, брат, 5 минут, я сейчас уйду, ладно? Классная машина, брат. Блин, извянки, пацан, сейчас. Они вот уходят сейчас. Сейчас, подожди, потерпи, брат, ладно? Потерпи. А YouTube тоже же у вас есть? Не, вот YouTube, к сожалению, не знаю, к сожалению, к счастью, но его у меня нету. Но есть много фанатов, которые пооткрывали страницы под моим именем, под названием. Да, и они весь контент, все ролики с моих там фильмов, сериалов, с Инстаграма, то, что я сегодня выставил, они берут и выставляют у себя в Ютубе. И... Как вы к этому относитесь? Ой, классно. Молодцы, да? Да, просто мне кто-то предлагал, Мир, давай, ты все равно контент делаешь в Инстаграме, то же самое будем заливать в Ютуб. Типа не надо работать отдельно для Ютуба. Сейчас я закрою все каналы, все там, все, кто по твоим именем открылся, и мы будем один такой. Я говорю, и зачем мне это надо? Пусть лучше... Я вот набираю, например, Тулибаев Миржан, и там столько видео вылазит, столько каналов всяких там, подделок всяких фейковых. И кайфую, классно же, набираешь, и там, я там заполняюсь. Либо завтра будет один канал мой, и все. А вообще супруга, она говорила, что мы играли в КВН, в школе играли, но она как-то в политехе не заиграла, не захотела, у нее там... Она ушла в КДМ, комитет по делам молодежи, что ли? Да, по делам молодежи. Но в ней был какой-то талант, она танцевала, у нее были организаторские способности. А в Инстаграме у нас дуэт получился, когда я сказал Данка, тогда на тот момент у нее было где-то, не знаю, 30 тысяч подписчиков, когда уже у меня было 1 миллион, кажется, чем-то. Я говорю, Данка, не хочешь со мной, это, давай какую-нибудь придумаем, какую-нибудь роль, какую-нибудь семью, да, что-нибудь такое интересное придумаем, блог, и будем считать. А у нее тогда был свой бизнес, Изабель Гарсия, у нее там одежда была итальянская, у нее франшиза по Казахстану была, бутики. Она говорит, не надо, мне твой Инстаграм, мне твой этот, короче, у меня свои дела, свой бизнес. Я говорю, ну ладно, как хочешь, тогда я пойду найду какую-нибудь девчонку, красивую, высокую, и она типа будет моей женой. И она говорит, ладно, давай, что там, где там надо, у меня нет много времени, давай быстро. Привет, красавица. Привет. Там была дверь открыта. Если дверь открыта, значит, твое сердце открыто. Парень есть? Нету. Найду. Найди, если сможешь. Нашел. Тоже. Я. Если у тебя есть время, я бы угостил тебя чаем. Только чаем? А что-нибудь пожрать есть? Кстати, я приглашаю тебя в субботу на свидание. Вот я выхожу замуж. Ну тогда давай в воскресенье. Идешь со мной на свидание, не бойся, я тебя не обижу. Обидеть меня, как раз плюнуть. А плевать будешь кровью. Звонили из ада, сказали, что у меня сбежал демон. Но ты не бойся, я тебе не выдам. Чё? Бля, я что-то попутал, да? Я как обычно, быстро придумал, у меня идеи в голове были же идеи. Давай вот так поставим телефон, вот так вот. И первая шутка у нас была про той, про конверты, про той, ну то, что у нас среди нас ходит, такое актуально. И она прям так сильно разлетелась, такой эффект дала, прям взрывной. Я же говорю, для меня вирусное видео, это когда я выставляю в Инстаграм, и через там буквально 2-3-4 часа мне мой одноклассник с Владивостока отправляет по WhatsApp. Мир, смотри, шутка. Я говорю, ничего, с какой скоростью она уже там уже. И вот с этого момента мы вдвоем стали прям писать. Ну, в основном я писал, она только выставляла у себя, раскручивала себя, я себя. В итоге сейчас у нее 2,6 миллиона подписчиков, у меня 3,6, что ли, вот разница 1 миллион. У нее уже свои заказы, у меня свои, там у нас уже нет такого времени, что прям каждый день что-то делать, потому что занятость у друг друга.
Эрик, сегодня первый день карантина. Давай что будем делать? Мы знаешь, что можем сделать? Сериалы посмотреть, поболтать с тобой. Еще можем кушать вместе, готовить. Хочешь, я тебе маски на лицо сделаю? Классные такие. Че, давай что-нибудь придумаем. Жена дома, буду я с тобой сейчас что делать, да? Это твои женские дела, сама занимайся. Хоть 2 месяца карантина, хоть 3 месяца будет. У мужиков свои дела, у баб свои. Не мешай, не перемешивай ничего, все нормально будет. Сериал. Это ладно, а Селя как-то Кайрата WhatsApp открыла и все прочла там. Он что, WhatsApp не закрыл? Не закрыл, она все знает. Прикинь. Да. Прикинь. Угу. А Игулька вообще там, знаешь, что вытворяла она? Че? С Сериком. Она тоже, короче, открывает, и там какие-то фотки в Галине, и все. Она дату смотрит, вообще не подходит под дату, ту, которую он не брал. Да ты чё? Вот он попался, жесть. Мне маску просто снимать? Подожди, еще не прочитаю. Вот благодаря вам, ребят, я узнал, что есть полигон в Алмате. Я буду приезжать теперь. А сколько стоит полигон? Сколько стоит пострелять? Кого стрелять? Тут можно пострелять из 5 видов оружия. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно. Что, вы начали или что-то ждете? Или все, начинаете? Мы вас ждем. Мы уже готовы стрелять. Вы уже готовы стрелять, а вы умеете стрелять? Нам уже показали. Уже показал? Нет, Рассказал? я просто инструктаж дал. Да, инструктаж дал. Ну все. И ничего больше нет, только теперь вот таз чуть-чуть вот так вот, все, а руками наводишь оружие. Вот твоя стойка для стрельбы. А вот вы говорите, центр тяжести на куну. Вот здесь 70%, там согни ножку в колени. Вот, там здесь 70, там 30, или здесь 60, там 40. Здесь сейчас 38. Понял, Нормально. там 38, здесь 72. Отлично, смотри, сейчас он заряет. Заряжай. Так, предохранитель у меня включен. Смотри, прицелься. А теперь вот смотри, а теперь вот это плечо, вот сюда, разворачиваешь. Готов? Готов. Готов? Оранжевую точку наводи на мишень. Все, да? Огонь. Все, отлично. Просто уже выносит. Ух, улетает даже. Да. Класс. Что, вот с этого будете пробовать? Давайте. Потом можете снять, если вам это будет интересно. Вот Наталья, она чемпионка Казахстана. Буквально вот 2 недели назад она выиграла чемпионат Казахстана по карабину. В общем зачете. В общем зачете Карабин. мужчин и женщин. Карабин это вот нарезное оружие. Вот вы с него будете стрелять. Пробуй быстро. Выстрел. Во, давай. Все, понял? Да. Вот чем. Мощно. Круто. Ну как? Даже интереснее, лучше. Там потому что прицел бегает хорошо. Лузеры. Слышь, Махонь, Дане скажи, пускай меня отпросит, да, на рыбалку. С нами завтра? Да, вместе поедем все. А то Айгерь мне не верит, там что-то она много говорит. Сейчас скажу, чтобы на Айгерь твоей жене позвонил, да? Да. Как раз она уже идет. Данка, ты можешь Айгере позвонить, чтобы она отпустила Мирхана с нами на рыбалку, а? На рыбалку Мирхана не буду. Я к ней звонить. Тот раз она на футбол когда отпросился. Куда он пошел? В сауну он пошел. Не надо, он тебя вот так подставляет постоянно. А Герим еще про него, знаешь, что много рассказывает? Он, оказывается, во дворе у него очень плохая репутация. Он с алкашами вот бухает, да? Что-то там курит они, оказывается. Потом, оказывается, он у детей велосипед отбирает, катается, ходит. Вообще ненормально он такой. Завтра у тебя подставит, Миржан, у него... Вообще, я его вчера в кино, кстати, видела с одной телкой какой-то подозрительной. Сейчас я Герим позвоню, спрошу, что за телка. Я еще его отпрашивать должна. Сейчас я ей позвоню, скажу ей. Ладно, он не пойдет там, он не хочет идти. Да, он сказал, что не хочет это делать, не надо просить. Сам поедет с пацанами лучше без него, не надо звонить. И вообще, знаешь, не общайся с ним, заблокировал везде. Рядом, чтобы я его не видел. Плохо влияет на тебя он. Значит, не общайся с ним. Плохой человек. Нехороший. Ну все, замолчи. Я на каком-то сайте прочитал, что у вас был опыт работы экскаваторщика. Да, я же работал помощником машиниста-экскаваторщика на экскаватор Caterpillar 15 кубов на советских. Крастяжмаш, красноярская тяжелая машина, 8-кубовый. На RH немецком не проработал. Работал полгода на золотодобывающем руднике в Узбекистане. Заходили такие чистые в карьеры, выходили такие черные. И завидовали тем, кто работал на американский Caterpillar, потому что они как чистые заходили. Чистые выходили, как будто и не работали. И мы все хотели поработать. Практиканты там были, практиканты думали, блин, надо тоже перейти поработать на катапиллерах. Ну, работали на таких красноярских тяжелых машинах, там 700 тонн, наверное, весь огромный пятиэтажный дом так двигается, где там, как называется, каждый день рискуешь жизнью свою, потому что там кабинка маленькая, двигатели огромные, машина отделения, ковш такой советский, помню, так, берет породу, и чтобы снизу ковш открыть, надо беласом
кнопку нажимать. А кнопка такая, знаете, не как называется, не электрическая, не электронная, а механическая, знаете, нажимаешь, там так тянет. И порода должна выливаться, так сидишь, ждешь, пока там снизу откроется поддон, и все выльется в БелАЗ. Потом машинист говорил: иди, там БелАЗ подъехал, у него там солярку в ведро возьми. Ты спускаешься, это все в процесс идет. Экскаватор так двигается, но огромный, я не знаю, даже не могу. Чтобы вы понимали, насколько он огромный, насколько тяжелый, он передвигается 24 метра в час. Там каждая вот трака, и сзади вот такой огромный кабель. Его надо тянуть, чтобы он... Ты наматываешь, как будто змейку, и ждешь, пока он растянется. И в день он, наверное, проезжает где-то 200-100 метров. И каждый день мы там рисковали. Набирали у БелАЗа солярку. Вот представляете, на БелАЗ грузят породы, а ты под БелАЗом стоишь и солярку сливаешь себе в ведро, чтобы на следующую утреннюю смену промыть весь экскаватор. Так мы работали. А в тот момент я каждое утро, когда вставал, молился Богу, чтобы я поступил в Казахстан университет, чтобы я не остался в этом карьере. Я честно, вот когда мне машинист будил, там, да, там помощник, типа студент, что, давай мой экскаватор, сейчас через час смен приедет. Я соляркой мыл весь там, такой черный весь был. И такой, перед тем, как там автобус же ехал, мы видели, там радовались, как будто к нам спускается спаситель, здесь, когда автобус смены ехал. Я думал: о Всевышний, дай поступить в универ, студентом быть, закончить, работать не здесь только. И каждый раз молился. И в сентябре приехал, в начале лета, да, приехал с документами в Казахстан, сдал диплом, сдал аттестат, там, ну, все, что нужно для поступления в университет. И поступил на грант Сатпаевский технический университет имени Сатпаева, Казахский национальный технический университет имени Сатпаева. И то тоже было поступление очень интересное. Я сдал, получил 61 балл, что ли, кажется, набрал. 61 балл я набрал, в тот момент был проходной 75. Проходной был 75 на грант, у меня был 61 балл, а на контракт был 40 баллов. Я подумал, на контракт прохожу уже, но надо ли мне за бабки учиться? Тем более у меня есть технический диплом, может работать, зачем мне это надо? И в тот момент в Казахстане все узнавали результат через газету. Я уже забыл, как называется. Как называется газета? Раньше узнавали, поступали в универ. Ты какого года? Не застал, наверное, эти годы. Раньше по Егемен Казахстан, что ли, назывался. Там люди все искали, студенты все свои специальности. Я нашел свою специальность, но не нашел свою фамилию. Думал, ё-моё, не поступил, все там 5 человек. И все уже. И потом тетя сказала, там, она листала до конца, кажется, газету. Листала, не знаю почему. Что и двигал, чтобы долистать до конца и дойти до конечной страницы. И на обороте, прям на последней написано обладатель особого гранта. И там она увидела мою фамилию. Она сказала: вот есть же Турибаев. Я так: да ладно, что за прикол? Она говорит: нет, вот написано. Да, все, я же сам своими глазами увидел. И я подбегаю, смотрю, там написано обладатель особого гранта. Это все, кто этнические казахи, которые живут в разных республиках. Приезжают, например, я с Узбекистана, кто-то с Китая был, кто-то с Кыргызстана был. И у них были льготы. По сельской квоте проходили некоторые, как уралманы, например, да. Был другой паспорт, по национальности казах, и у тебя были какие-то льготы. Так я поступил. Девушка, как вас зовут? Меня Дана зовут. А вас как зовут? Меня зовут Миржан. А где вы учитесь? Я учусь здесь, в Алмате, в политехе. А вы где учитесь? Я тоже в политехе учусь на первом курсе. На первом курсе? Чем вы занимаетесь в политехе? Ой, я всем занимаюсь. Я так активно. Я и даже шью, вяжу, и танцую. И я отличница еще. Ну все, хватит. Я в политехе занимаюсь КВНом. Играем в КВН. Я предлагаю со мной дружить. Вы предлагаете мне ходить с вами? Да, предлагаю. Я согласна. А потом дальше больше жениться. А что будем дальше делать? Я хочу на вас жениться, чтобы вы мне родили 4 детей. Как вы не согласитесь? 4 детей. Еще.
Еще скажите, что мы видео будем записывать всякие совместные. А что не дало вообще вот образование? Все, что я молился, там карьере, да? Все, что молился, помогло мне пройти. А там дальше, честно, я не понял, что я делал 5 лет в политехе. Я свою специальность прям не изучил. Не знаю, жалею об этом или не жалею, но, наверное, не жалею. Потому что тем, что я сейчас занимаюсь, я доволен. Ну и та специальность, на которую шел, она очень опасная. Это же, сами понимаете, электрик ошибается дважды. Как сапер. Не, сапера, сапер тоже дважды, да, бежать? Не, у сапера, наверное, не, электрик ошибается дважды, говорит, потому что первый раз при выборе профессии, второй раз при там напряжении. А сапер, не знаю, сапер тоже. Всегда такая съемка, когда начинается движ. Даже в степь уходишь с камерой, начинаешь съемку, то барсуки выходят там, птица орет, там кто-то кого-то жрут, там шумы, вот это опять. Машины приехали, там трактор завелся не в тему. Мы везде, где снимаем, приходит этот мужик с как называется, перфоратором, отбойником. Он за нами ходит, там, где съемочная группа в городе? Мы выезжаем. И вот так, метров километр. Кстати, на это можно бизнес сделать. Приезжать, где съемочная площадка, и типа, заплатите, я уйду. Да, мне работа, давайте завтра приду. Бабки дайте мне. И там, ну, ты же не будешь, все съемочное дороже обходится съемка, чем его один день смены. И даешь ему 15 тысяч, он уходит. Классная идея, надо внедрить. Блин, брат, капец с тобой горжусь. Есть что у меня такой одноклассник поднялся, прикинь, брат. Братан, я сейчас никого в городе не чухаю, я реально поднялся вообще. Надо было с тобой в город сразу сорваться, брат. Гаишник, тихо, гаишник. Ой, не напрягайтесь, вы чё? Старший сержант Берег поставили место на Ты чё на? А? Чё я тебе говорю на? Вы мне, что ли? Да тебе! Не понял. Пойдем-ка поговорим. Нифига. Ничего себе. Капец. Смотри, Сика, капец он наедет. Смотри, он наезжает. Братан, прости, пожалуйста, просто одноклассники приехали, я перед ними блатного играю, прости. Пожалуйста, подыграй. Да. Давай. Бойся, братан. Пожалуйста. Прости, братан. Все, да? Хватит? Чуть-чуть еще. Да, в патруле я одел форму, воплотил свою мечту. Хотя не стал полицейским, но хотя бы побыл в этой шкуре, в этой форме. Я говорил, когда одевали форму, мне хотелось кого-то побить жизнь. Не знаю, какая-то власть. Одеваешь форму, не только власть, хочется дубинкой подойти оператору стукнуть. Вот так ходил, блин, что со мной происходит, снимите свою форму. Хотелось кого-то избить, побить, обократь там. Потом снимаешь, и человека становишься, ух, что это было. Одеваешь, а потом... Оказывается, вот мы обвиняем полицейских, да, что не нравится они там что-то, там, как называется, превышают свои полномочия. Это вот не они виноваты, а форма. А если погоны еще, звездочку увеличить, вообще хочется всех расстреливать. Девушка, такси? Куда вам? Все, садитесь, поехали. Деньги сразу можно? Мне 10. 10. Фу, сейчас все сделаем, девушка, все разменяемся. Салам алейкум, добрый день, сержант Берег, здесь нельзя таксовать. В смысле нельзя? Не положено. Как не положено? Ты что у меня дома дети голодные? Ты будешь что ли их кормить? Убирайся на состоянку, забил машину. Да пошел отсюда. Что материшься? Я что? Тебе дать? Куда девушку убежала? Вставай, ушла ногу. Точно? Сколько там дала? 10. Раз по 5 разбивай. Точно ушла? Да. Ушла, посидел. Короче, 10 есть. Пятеро твоя дорога. Че, есть? А вы хотели, да, в детстве милиционером стать? Я, если честно, хотел, у меня мечта была стать полицейским, потому что у меня был дядя начальником ГАИ, начальником полиции, не знаю, как он тогда был, а я тащился по форме. Кайф, думаю, такая форма, думаю. Ну, военная, всем детям нравится военная форма, а мне почему нравится полицейская форма. Я приходил к дяде домой, у него лежал там пистолет, лежал, патроны вот так, коробки лежали. На тот момент прям я понимал, что в открытом месте лежат патроны, да. Даже мысли не было, что-то возьмет, постреляет там где-то, да. То, что ездил на машине, то, что там... Вообще форма нравилась, я кайфовал. И потом у меня была мысль поступить в академию полицейскую. Академию полиции, там тогда называлась милиция. Мне тогда дядя сам отговорил.
через маму сказал, зачем это надо, трудная работа. Это опасная работа, за копейки там рисковать жизнью. Там привел пару примеров, что кого-то убили, кому-то голову отрезали, кому-то это. Я вот не понял, как я съехал с этой идеи, с этой мечты. И ушел не в тему электричества, где до сих пор ничего не понимаешь. Даже дома мне просят там, Миржан, ты же электрик, сделай розетку. Я подхожу и думаю, и у меня этот, даже как называется, базовый, в голове этих нет уже, как называется. Ноль фаза, сижу такой, 0 фаза, это же не бьет, если это убьет. Это не бьет. Я уже пишу, какая должна стукнуть, какая не стукнуть. Соединяю отверткой был. А вот здесь же должна искра пойти. Если искра, значит тоже чупах, там пол отвертки нету, расплавился. А, напряжение есть, выключить напряжение. Бывало так, что я телефон ставил, так что-то делал, вроде все отключил, да. И в телефонник, будильник, да, я подпрыгиваю, думал, ток пришел, оказывается, будильник спотел так. Я думал, хорошо, никто не увидел, здесь. Телефон на беззвучный поставил. Еще брат говорит, не проверяй всегда электричество задней стороной руки. Типа, если здесь она сворачивается рука, ты можешь зажать провод. А наружней, типа, рука же назад не вывернется ногтями. Я говорю, а можно не рукой проверять просто? Столько же вещей, чем... Почему ты учишь меня рукой проверять? Я говорю, ну если, блин, у тебя там приспичило, так... Это же не 46 вольт. Кстати, самое безопасное для людей это 46 вольт. Это я запомнил, когда на заводе мы сдавали на разряд. Какой самый безопасный для? Я говорю, ну 46, молодец. Ну, не зря учились, получается. Вот только вот это. Больше ничего нет. Опа! Салам алейкум. Салам алейкум. Ты че? В смысле че? Глаза смотри мне. Я не знаком. Ты что, забыл, что ли? Не узнаешь, что ли? Я тебя в декабре подвез. Ты сказал, сейчас 500 тенге в месяц, и все пропал. Я тебя 5 месяцев ждал, уже май. Блин, я совсем забыл, ё-моё, да, я тоже уснул просто, зашел с ним. Как ты что, раз в 4 месяца дома уходишь, что ли? Я там же выходил с той стороны дальше. Я туда просто выходил, все. Давай бабки, да, сколько, 500 тенге, да? В смысле 500 тенге? Я 4 месяца жду здесь. 700? 700? Хорошо, вот, пожалуйста. Давай ему. Пиши, блядь, совесть потеряли. Как в IPSC. Каждая мишень стоит 10 очков. Угу. Количество сбитых мишеней, суммируем очки, очки делим на время. На время. Кто у нас секретарь? Ты. Так, теперь жеребьевку. Кто первый, кто второй, кто третий. Наташа стреляет через. Давайте. Все? Вытаскиваем. Ёпарас это. Вот это маленький, он стреляет последний. Он стреляет первый, он стреляет второй. Что, смотри в мишень. Готов? Да. Внимание. Фу. Ну как? Саше скидку сделать надо. Саше надо фору дать, у него пару очков. Сегодня, детка, ты выйдешь со мной. Или нет, Люси? Люси, Оксана, Петя. Ладно, с Карлгаш сегодня выйду. Винтовка Карлгаш. I'm kill you. Да? Хорошо, окей, Карлгаш. Я еще в капюшоне буду, чтобы ужас и страх нанести всем. 3 секунды. Да? Какой рекорд у него был? Время? 6. А у Наташи там записано. Наташ, сколько это у лузера первого было? У него 6:34. Делаю 5. Отлично. Зарядить, приготовиться. Все, готов? Да. Внимание! Все. Нажимай. Нет, вот так нажимай. Той стороной дергай. Во, теперь контрольный спуск. Предохранитель. Отбой. Пирамиду. Чак Норрис. 5:19. Нет. Сколько он сказал? 5. А стрельнул сколько? Больше 5. Да. Да. Первый мандраж на первом, потому что так вот так цель бегала, а остальное по течению. Ну расскажи впечатление. Сейджан, теперь поднимайте мишень. 3 года хожу на стрелке, на стрельбы из рогатки. Детство помогло, вспомнил, сколько птиц я подбил. И сегодня, спустя 30 лет, я
Короче, вся чушь, нормально все. Внимание! Три 9. Внимание! Три 0,6. С дострелом. Дострел минус 10 очков. Вот сюда зарядите и стреляйте. Поднимите опять же вот эту серию, попробуйте в скоростную стрельбу. Мейрджан первое место, второе он. Опять третье, казахи третье. первые, да что ж такое-то? Это, как обычно, как всегда, везде нужна тренировка. И все. Понравилось? Классно, классно. Во, мил, по 2 раза, да? Да, это идет отработка, это там у нас стреляет. Самое главное, что вы разгрузились именно вот психологически. Тут бывает все выплескивается. А мы наоборот загрузились. Я промазал. Вот так мы снимаем вайны. Сейчас мы с Данкой снимем крутой вайн. Ага, какая идея? Про твоих родственников, как они задолбали. А что это про моих родственников? Давай про твоих родственников. А что про моих? У меня идеальные родственники. Идеально. Я сейчас тебе пару идей подкину. Какие идеи ты мне У подкинешь? меня очень много идей. Очень. Идеи. Угу, идеальные. Аккуратно мои родственники, как будто я не знаю, что сделали. Что надо? Извините, вы уже целый час ругаетесь. Час, 2, 3, 5 часов. Моя семья что хочет, то и делаю. Что надо тебе вообще? Просто другие клиенты хотят посмотреть эту машину. А, брат, я забыл, в автосалоне же, да, Сим? Не думай, что тебе просто прилетает уже. Раньше ты вытягивал, думал, то сейчас настолько такое время, что он тебе просто тебе закидывает в голову информацию, вот этот, надо просто озвучить ее. Ну, знаешь, что озвучить, что знаешь, где, если мысль залетела, а там она неуместна, лучше промолчать, конечно. Ну, такие мысли мне надо сказать, я обязательно говорю жене или там рядом стоящим в ухо. Не могу я сказать, но ему скажу. И он и начинает. Я говорю, ну я же никому не сказал, только детство. Главное, что, знаешь, когда в тебе она стоит, пришла, и ты не озвучил, как она как болезнь тебя сожрет внутри. Ну что ты чертила, не мог сказать, что ли? Надо выплескать. Это как обиды говорят же, не держи в обиды, сам себя надо выплескать. То же самое, шутка пришла, ну скажи, ну ладно, он скажет, ты что там, не шути так, ну вот ты сказал, ты выпустил ее. А, нельзя так шутить, что ли? Честно не знаю, но я сразу скажу, если бы не юмор, я так представляю себя со своей фантазией в голове, мне все равно такие мысли посещали. Ну, наверное, был бы хорошим электриком. Ты, Миржан, прекращай уже. С моими родственниками за столом сидишь и шутишь. Несуразные шутки, они же не все понимают же. Со своими родственниками так шути, с моими не надо. А что я такого сказал-то? Чего я такого сказал? Все же знают, что шучу. Я тебе под столом пинаю, чтобы ты вот прекратил. Нет, ты мне говоришь, а что ты мне под столом пинаешь? Я смс-ки пишу, сидишь вообще в телефон даже не смотришь. Я не понимаю, тут нога, там, смс. Ты мне какое-нибудь движение покажи, что я перегибаю палку, я перестану. Ну какое движение вот тебе показывает, чтобы Ну вот смотри, я на то шучу, и там все, хватит. Вот так делай, смотри. Это значит все. Если вот так, значит начинай. Или вот так. Это значит я перегнул палку. Или вот так. Это значит все, хана уже там перегнул палку. Или вот такой. Это вот так. Я вот не знаю, может это к месту. В Баянаул ездил недавно. В Павлодаре. За Павлодаром 120 километров или 200, 150 километров или 120. Такое красивое место, как горы, как... Вы были в Боровом? Нет, я тоже не был. Хотя примерно, просто по картинкам видел. Там как будто горы, как лепешкой стоят же, как будто лава друг на друга сложилась тысячелетиями. И там вот такие горы все красивые, там сосны растут, природа красивая, там как будто в горе, здесь как будто в кратере озеро, Турайгыр называется, Баянаул, поселок очень красивый, сейчас завидую те, кто там родился, жил. Оттуда вышли очень такие наши Шакин Айманов, режиссер в советское время, который там Ханыш Шиматович Сатпаев, который геолог, который все там, изучил всю нашу землю, всю там полезные ископаемые. Короче, такие именитые люди. И там, наверное, вот это местность их, какая-то действительно что-то там есть, какая-то энергетика, аура, что прям такие таланты выходят. Вот это я верю. Да, Имамбек сказал же, что там завод какой-то серая какая-то идет и на людей влияет, и там таланты же. Скриптонит, который со своей песней, да. Надо вот с заводом этим рядом жить. В какой-то момент какие-то выбросы идут, и вот надо ухватить эти выбросы. Я, представляешь, ни разу я слушаю какую-то музыку, но полностью прям найти его, послушать и прислушаться, он вообще не доходят руки. Что-то все уносятся, у меня даже помощник, водитель едет. Я думаю, что ты слушаешь, у меня голова болит. Это скриптонит же, брат. Скриптонит так, ладно, оставляй.
Из уважения. Оставляй, ладно, нормально. Блин, мне пугает, когда я не понимаю уже, начинаю не понимать. Потому что когда раз родители говорили, что вы слушаете? Я говорю, да, вы там, повзрослели уже, там, вы уже другое поколение, и вы сейчас слушаю. И такое ощущение, что я все, наверное, старею. А какую музыку слушаете? У меня на память, у меня на название вообще страшная память, на имена, на название. Я в аэростановке сажусь в самолете, включаю Димаша и просто его голос слушаю. Даже могу в словах не обращать внимания, о чем поет даже могу не думать. Просто вот его тон, и вот эта 4-я, 8-я октава его, хватает него, и я слушаю и кайфую. Я не знал, что в Аэростана уже Димаш играет. Нет, там же есть не рубрика, а комедии, фильмы, игры и там музыка. Там есть Димаш, там 5-6 песен его. Одна на китайском, который он там на конкурсе был, несколько на казахском и пару на русском. Игоря крутого песни. Петь вот не могу, блин. Я помню, мама мне так хотела научить на домбре играть. Она дала мне, у нас в городе кружков не было домбры, тем более в Узбекистане, да, откуда домбра, кружок. Нашла там знакомая, которая на домбре играет, и она может тебя научить. Я ночью ходил к ней, учил там тон, что-то получалось, дома у меня домбра была, и там у мамы, классно. И потом какой-то момент настал, что она говорит, завтра будем учить песню. Теперь с песней. Без песни такие, которые можно выучить, там, знаешь, там. А есть еще с песней теперь. Я говорю, давайте. Он говорит, выучи эту песню, выучил, да. И примерно под музыку там легко будет. И у меня, короче, связь оборвалась мозга с руками. Когда я начинаю рот открывать, у меня руки застревают. Я такой не понял. Такой, ну-ка заново, тон. А когда Артон начинает петь, руки вообще не мои становятся. Когда замолкаю, руки начинают двигаться. Я говорю, что такое? Он такой смотрит, я не знаю, что такое. Я говорю, а как вы поете? Она поет, я говорю, блин, почему не получается? Руки. И она такая смотрит, она говорит, ну на это, наверное, завершим. Я больше к ней не ходил, мама говорит, а что не хочешь? Я говорю, вот до этого дошли, а дальше с песнями не получается. Ну и голоса нет, какие-то песни петь. Я во всех, куда хожу, в коробке, только Артура Пирожкова пою. Где там вытягивать не надо, ничего не надо, там Парадайз песня есть. Если тебе одиноко, все ставят, Меджи будешь, это Парадайз петь Пирожкова. Я говорю, давай, вам не надоело никому? Не надоело, давай, Парадайз так. Или Любэ там, да, где там, есть же много песен Любэ, там, давай за нас, ты где не вытягиваешь темными тучами, серыми, там, нара-на-на, ты погоди, браток, не умирай, везде, где вытягивать не надо. Знаешь, почему я тебе не дарю цветы? Почему? Потому что я сам цветок. Ты случайно не гугл, Жакуля? Нет. Тогда почему я в тебе нашел все, что искал? Я не понял, твои родители случайно не пираты? Нет. Тогда откуда у них такое сокровище? Мне звонили с рая, там убежал ангел, а я тебе не выдам. А кто такой запах благоухания, а? Иди сюда, иди сюда. Наверное, дверь в твоем сердечке снова приоткрыта. Я оттуда сквозит. Послание молодежи. Послание молодежи? Нет, у меня нет фишки послать кого-то. Напутствие. Напутствие? Пожелание. Напутствие это другое, а послание. У нас на работе было собрание, когда мы еще были в продакшене, работали, писали сценарий. И каждый год, перед началом года, было ежегодное послание всех нахер. Почему не работаем, почему объем, почему. И мы смеялись там, ты был на послании? Напутствие молодежи. Ну, конечно, хочется, чтобы у всех все было хорошо, классно, чтобы все нашли свое место. Ну, как ты можешь просто пожелать и заниматься своими делами? Хочется, чтобы это работало, твои пожелания. А чтобы это работало, нужно сверху начинать заниматься, строить для этой площадку, чтобы всем было комфортно, будущее строить. А так, пожелал, дальше ребята сами. А государство тебе ничего условий не создает, никто не создает, там безработица, они что-то уезжают за границу, и твои послания на улицу уходят.
Надеюсь, все будет круто в государстве, в стране, и у всех тоже будет получаться все хорошо. Вот так, наверное. А так и кому-то что-то обещать. Ну, главное, с хорошим намерением, чтобы все от сердца, чтобы у всех улыбка не сходила с лица, чтобы окружали родные, близкие и друзья.